Мне бы хотелось заметить, что проблема интеграции южно-кавказских государств в контексте их возможного европейского выбора, она обсуждалась еще в 90-х годах, в начале 2000-х годов, на уровне неправительственных организаций, на уровне экспертов. Причем обсуждения эти были очень интересными. Они нашли некое, так сказать, даже вот формализацию в виде определенных изданий. Вот. Обсуждения носили очень интересный характер, но они потом закрылись. Вот, так сказать, финансирование проекта, видимо, было прекращено. Почему оно было прекращено, так сказать, сейчас мы можем только гадать. Вот, но по вот, сути тех обсуждений, которые были, там так и не был, на мой взгляд, найден ответ на главный вопрос, так сказать, если не в составе, так сказать, пространства бывшего Советского Союза, то зачем нужно такое объединение, какие его параметры, что южно-кавказские государства могут предложить друг другу, Армения, Азербайджан и Грузия. Вот внятных ответов на эти вопросы не было получено. Но сейчас мы имеем дело, конечно, с вторым витком активизации европейского, западного, так сказать, сообщества, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки на Кавказе. И совершенно неудивительно, что эти разговоры возобновились. Возобновились не только разговоры, но и достаточно интенсивные дипломатические контакты на высшем уровне. Вы посмотрите, что происходит. Несколько дней назад буквально президент Армении съездил в Париж с официальным визитом, а уже 6 октября состоится визит президента Франции Николя Саркози по, так сказать, столицам южно-кавказских государств, в том числе и он посетит и Армению. То есть, может быть, коллеги поправят, но, на мой взгляд, так сказать, на моей памяти не было такой частоты визитов, обмена визитом на высшем государственном уровне, как происходит сейчас. Вот. Что касается армяно-российских отношений, то, конечно, соглашаясь со всем тем, что здесь говорилось, хотелось бы особо отметить, конечно, военный аспект безопасности, военный аспект этих отношений, военно-технический, военно-политический. Это признается и армянской стороной. Вот, Арсен Ашотович цитировал выступление президента Армении, чтобы как бы были понятны более такие конкретные вопросы. Я могу сослаться на очень интересное интервью заместителя министра обороны Армении Давида Тонуяна, которое было опубликовано недавно на сайте РИА Новости. Там, по-моему, достаточно четко все тоже сказано. И, безусловно, есть определенные проблемы в экономике, но эти проблемы, они являются, конечно, производным от того общего состояния постсоветского пространства и хозяйственных связей, различных схем, которые мы имеем в отношениях не только между Россией и Арменией, но между Россией и Украиной. Мы видим, что происходит. В Центральной Азии есть проблемы. Что касается Армении, то последний крупный, так сказать, экономический объект, который пока что не находится в собственности России, но разговоры о приватизации которого российскими компаниями уже идут, это каскад Воротанских ГЭС. Если здесь будут допущены те же ошибки и те же промахи, какие мы наблюдали в случае реализации, например, сделки долг в обмен на предприятия, некоторые другие не самые удачные примеры российско-армянских взаимоотношений в экономической сфере, то здесь, конечно, можно потерпеть существенный ущерб. И вот те группы, о которых говорил и Арсен, которые сейчас все более активно используют в своих целях и Facebook, и другие социальные сети с целью организации каких-то непонятных акций, не только непонятных в контексте российско-армянских отношений, но и непонятных в контексте развития самого армянского государства. Когда, например, запускаются протесты о переселении, о недопустимости переселенческой программы, которую реализует Россотрудничество и некоторые другие российские структуры в Армении, забывается точно о таких же переселенческих программах
которые реализуются Соединенными Штатами Армении, тем же Европейским Союзом. Вот эта вот односторонность, она не совсем понятна, точнее, может быть, она как раз понятна, но это не принесет ничего хорошего, на мой взгляд, прежде всего для Армении, с ее, конечно, крайне непростой социально-экономической ситуацией, проблемами миграции и так далее. Мне хотелось бы, говоря об армяно-российских отношениях, и я уже заканчиваю, и о потенциальных вызовах, которые, так сказать, мы увидим в ближайшее время, хотелось бы упомянуть об очередной затеваемой игре под названием «Возобновление и реанимация армяно-турецкого переговорного процесса». Вот мне буквально вчера, так сказать, я счел нужным написать определенный материал по этому поводу. Этот процесс может вновь быть запущен. В каком формате, пока непонятно. Но то, что армяно-турецкие взаимоотношения будут использоваться с опорой на определенные элитные группы и в Турции, и в Армении внешними силами для того, чтобы внести диссонанс в российско-армянские отношения, это совершенно очевидно, потому что если мы говорим, если вновь начнутся разговоры о том, что вот Ереван и Анкара близки к подписанию неких соглашений или реализации неких совместных шагов, то тогда возникают закономерные вопросы и о том, зачем там находятся российские пограничники. Кстати говоря, постоянно ставится вопрос о сокращении их контингента, постоянно эти слухи муссируются. Станет вопрос и о целесообразности военной базы в Гюмри, о значении которой говорил и Арсен, и это очевидно. Я это расцениваю, конечно, абсолютно соглашаясь с предшествующими докладчиками. Геополитическая капитализация Южного Кавказа, она будет все больше и больше повышаться, и эта площадка вслед за Ближним и Средним Востоком все больше будет смещаться в фокус противостояния и, скажем так, жесткой конкуренции различных центров силы. Прежде всего, это, конечно, Запад, США и Евросоюз, но это также и Россия, у которой есть свои интересы, это региональные державы, Иран и Турция, и это новый игрок, о котором все чаще говорят, Китайская Народная Республика, интересы которой сфокусированы, конечно, в Центральной Азии, но, как мы знаем, Южный Кавказ непосредственным образом связан с Центральной Азией, как в контексте транзита, и в том числе военного транзита и некоторых других вещей. Вот, оценивая эту ситуацию, мы понимаем, что российско-армянское сотрудничество, оно остается краеугольным камнем стабильности и безопасности в этом регионе и сдерживающим фактором, препятствующим реализацию негативных сценариев, которые не в интересах ни России, ни Армении.